Миры Хидетака Миядзаки полны гнетущего мрака, характерного темного фэнтези. Его истории зачастую показывают нам обреченные миры на закате своего времени. Его авторский штрих – это отсутствие прямой или внятной нити повествования. Лор, история мира, законы и причины его зарождения, существования и увядания нам с вами придется по крупицам искать и выкапывать, выжимать и осмысливать буквально своими силами, вопреки самому этому миру, что отпугивает подавляющую часть приключенцев, привыкших получать ясную и понятную причину всему, или, в худшем случае, через прозрачные метафоры. Однако истинные искатели приключений, которые рискнут прогрызать себе путь через тысячи крупиц историй и завуалированных намеков, присущих японской культуре, решатся добраться до истины, получат возможность стать свидетелями целой эпохи жизненных циклов миров, на первый взгляд обреченных, лишенных света и любой надежды. Но если мир столь суров и окутан тьмой, что же в нем может быть достойного внимания, спросите вы? Жизнь. Населяющая его жизнь, которая историей своей борьбы и упадка даст фантазии путешественника достаточно пищи для создания образа десятков неповторимых историй. Жизнь, представленная немногочисленными персонажами, населяющими руины некогда величественных стран и королевств. 5 из них, отличающихся незавидной судьбой, мы сегодня и рассмотрим. Когда-то давно Вендрик вместе со своим братом Алди искал силы и могущество, чтобы обрести славу. Определенно, благодаря своей силе и отваге, Вендрик сумел побороть 4 великих и на их душах построить новое королевство – Дранглик. Брат же его, Алдия, был его правой рукой и помогал ему во всех начинаниях. Однако после отошел в сторону, видимо, утратив интерес к развитию страны и с головой погрузился в свои многочисленные эксперименты. Однажды к королевским вратам пришла женщина невероятной красоты. Она предупредила короля о гигантах, живущих за морем, и якобы готовящихся напасть на королевство. Король с будущей королевой пересекли море, разграбили земли гигантов, а самих их заковали в цепи и привезли в Дранглик. С помощью чудотворных туш гигантов Вендрик смог создать големов, построивших ему величественный замок, возвышающийся на отшибе каменной горы, как знак своей любви и признательности королеве. Однако откуда взялась эта женщина и какие были ее истинные мотивы, мало кто знает. Как отзывался о ней канцлер, королева принесла в Дранглик покой. Он был так глубок, словно это была тьма. Со временем королевство стало приходить в упадок. Неизвестно как именно, но, скорее всего, именно Нашандра, та самая женщина, ставшая королевой, похитила человечность Вендрика или же ослабила его до такого состояния, что он просто не был способен что-либо ей противопоставить. К тому моменту король раскрыл замысел Нашандры и потому сделал свой последний ход. Приняв меры предосторожности, Вендрик отправился в склеп нежити. За ним последовал его верный защитник Вельстат, а также несколько королевских рыцарей. Фактически замуровав себя в склепе, король спрятал от Нашандры свое кольцо, которое позволяло добраться до трона желания и, соответственно, пламени. Годы заточения превратили сильного, величавого короля в иссохшего гиганта, не имеющего возможности умереть, обреченного на вечные муки и поглощение безумия. При нахождении в его склепе Вендрик не обратит на вас никакого внимания, в его глазах лишь пустота и беспамятство. Убив его, вы не получите его души. Ее он также спрятал от темных лап своей некогда возлюбленной за вратами, в которые пускают лишь истинного человека. Не такой судьбы, пожалуй, заслуживает властитель за свое доверие и преданность своему народу. Безымянная дочь Хаоса когда-то жила со своей матерью, ведьмой Изолита, и сестрами в древнем городе Изолит. После экспериментов их матери с пламенем Хаоса, она и ее сестра Квилек мутировали в демонов Хаоса, так что нижняя часть их тел превратилась в паука. Убив жирафа от их сумасшедшего и демонического рода, они забирались в темный город, и Квилек посчитала это место своим домом. Как разворачивались последующие события, известно лишь из намеков от Энги, слуги прекрасной госпожи. По какой-то причине дочери Хаоса повели с собой обитатели глубин, либо в качестве еды,
либо в качестве слуг. Квилек были безразличны их страдания, но белая леди им симпатизировала. Переполненная состраданием, она сделала единственное, что было в ее силах – поглотила их болезни, несмотря на возражения со стороны Квилек. Это вылечило бывших обитателей глубин, но оставило белую леди в том состоянии, в котором она пребывает сейчас. Ослепшая, обездвиженная и испытывающая постоянную боль. Ее страдания можно облегчить, скармливая ей человечность, после чего она станет способна хотя бы разговаривать и выразить страннику благодарность. Правда, услышать это сможет лишь носитель кольца старой ведьмы, их матери, обрекшей свой народ и детей на такую участь, хоть и, вероятно, из благих намерений, пытаясь прекратить цикл жертвоприношения души путем темной магии пламени. В третьей части душ, спустя, возможно, тысячелетия, можно найти странно знакомые истлевшие останки гигантской паучихи и окаменевший труп Квиланы, третьей сестры, которой не коснулось проклятия матери. Не самая справедливая кара за поиск искупления. Рыцарь Луковичка встречается на пути странника еще с первой части «Темных душ», однако его реинкарнация находит свою кульминацию только к третьей. На этот раз добродушный рыцарь из Катарины пришел в эти земли исполнить свой долг. Какой? Узнаем, если решимся помочь непутевой луковице. Первоначально мы застаем его в башне поселения нежити, сидящим за размышлением о нерешаемой детской задачке с лифтом. По своему обыкновению он будет издавать задумчивые хмыканье, изображая мыслительный процесс. Все, что от него можно будет добиться, это удивленное, но полное доброжелательности приветствие, что крайне редкая и даже странная вещь в этих краях. Он разглядывает шагающего огненного демона у порога башни и решаясь дать ему открытый бой. Да и надо ли ему это? Надо ли это сейчас? А может лучше поспать? Стоит нам только приблизиться к демону, сэра Луковичка с задором бросит свои думы и бросится нам на помощь. Ведь это уже веский повод растрясти свои телеса. После битвы он воодушевленно усядется тут же на поле битвы и пригласит путника отпраздновать это дело бочонком пенного Сигбрау, глубоко уснув после трапезы. Собственно, в этом и есть весь Сигвард из Катарины. Далее он еще не раз встретится нам на пути, застрявшим в колодце, будучи ограбленным верлонным лоскутиком, варящим супчик, которым вас непременно угостит, угодившим в тюремную камеру посреди ног гиганта и полчищ плотоядных крыс, и в ряде других глупых ситуаций. Может показаться, что этому дуралею совершенно не место в этом мире. Как же ты, черт подери, вообще стал рыцарем? Он будто бы совершенно чужд этому миру. Верность, свои принципы, чистосердечность – вот что характеризует его в большей степени и держит его на плаву. Путь катаринского рыцаря заканчивается в столкновении с гигантом Йормом, погасшим властелином, с которым их некогда связывали узы дружбы и клятвы. Клятвы прекратить страдания товарища и помочь исполнить свой долг. На битву с гигантом Сигвард придет вооруженный единственным оружием, которое сам Йорм вручил ему. Оружием, способным совладать с настоящим гигантом и повелителем пепла. Перед лицом этого чудища Сигвард без тени страха произносит: «Йорм, друг мой, я, Сигвард, рыцарь из Катарины, пришел, чтобы сдержать свое обещание. Да осветит солнце этого повелителя пепла». После победы над обезумевшим Йормом Сигвард скажет, что его обещание исполнено, предложит тост, присядет у упавшего товарища и уснет навсегда. Персонаж Анри будет противоположного пола по отношению к нашему протагонисту. Негорящий и добрый рыцарь из Асторы путешествует по этим землям со своим спутником Горацием, чтобы, как и сам наш странник, вернуть пепел павших повелителей на их трон и перезапустить цикл жизни. Несмотря на благородные цели и чистые помыслы, несвойственные миру темных душ, судьба готовит Анри лишь череду смертей, избежав одну из которых непременно будет ожидать другая. Путь Анри пройдет через катакомбы в поисках святого из глубин, осквернившего эти земли. Однако в пути они с Горацием будут разлучены, как мы позже узнаем, потому что сам Гораций стал полым и потерял рассудок. Если найти его раньше, чем это сделает Анри,
Гораций просто убьет его, либо ее, оборвав путь героя. Либо же Анри убьет полого товарища, но при этом от горечи сойдет с ума. Однако же, если удастся избежать этого, Анри и дальше продолжит свой путь, приходя на помощь нашему герою, помогая в битве или же делясь полезными советами и артефактами. На пути рыцаря будут демоны, полые безумцы и даже замаскированные пилигримы, преследующие немаловажную цель в этом мире. Но об этом не сейчас. Страннику предстоит зорко и уверенно выслеживать поджидающие опасности на пути Анри, чтобы помочь рыцарю хоть как-то продлить свою тяжкую миссию. И если вы будете успешны, в итоге, одолев падшего принца Олдрика, пожирающего богов, и поговорив с пилигримом на вашей стороне, вы сможете провести ритуал обручения с Анри, укрепив свою темную метку, символ принадлежности к человечеству и его пути в этом мире. Ритуал, который потребует принесения Анри в жертву. Учитывая, что Анри полый, он либо она в результате сошел бы с ума, выполнив свое предназначение. Так что, возможно, это и есть хороший конец для доблестного рыцаря. Последний из наших сегодняшних героев, волчонок Сиф, неразрывно связан со своим хозяином, рыцарем Арториосом, так что рассмотрим их историю совместно. Впервые волчонка мы сможем встретить во время поисков кольца рыцаря Арториоса на его могиле, артефакта, необходимого нам для спуска в пучины бездны. Путь нам преградит гигантских размеров волк, стискивающий в зубах меч своего почившего хозяина, охраняющий его покой даже спустя многие годы после его гибели. Вроде бы, да, грустная история дружбы рыцаря и его волчонка, коих множество, ничего особенного, но дьявол, как говорится, кроется в деталях, и здесь далеко не так все однозначно. Начать стоит с того, что Арториос, один из 4 великих рыцарей короля, легендарный путник бездны. После падения 4 королей во тьму, задачей рыцаря стала борьба с темными духами. Однако с угрозой он так и не смог справиться. Бездна поглотила его. В ходе своих приключений нам предстоит отправиться в прошлое, задолго до возможной первой встречи с Сифом, где мы встречаем Арториоса еще живого. Ну, если это можно так назвать. Он уже пал в бою в бездне и переродился. Рыцарь предстает перед нами избитый и одержимый, но все еще внушающий страх. Арториос сражается с нами только правой рукой, так как левая была сломана в последнем бою. Доспехи искажены бездной, а поноши вовсе рассыпаются. Теперь легендарный рыцарь богов, искалеченный и сломленный, дерется, как бешеный зверь, и использует тьму для усиления себя же. Единственный способ спасти его от бездны – убить. Однако важная деталь – Арториос предстает перед нами без своего щита. Сиф, будучи еще маленьким волчонком, сопровождал Арториоса во время его путешествий. Вместе они вошли в бездну, но были окружены фантомами. Арториос использовал магию щита для создания защитного барьера и, оставив свой щит другу для его безопасности, продолжил путь. Там мы сможем встретить маленькое белое существо, скулящее во мгле, защищенное лишь маленькой областью магии щита своего хозяина. Он запомнит нас, странника, спасшего его из пучины бездны, окружившей его беспросветной тьмой и бездушными фантомами. Когда мы вновь вернемся в свое время к могиле Арториоса за его кольцом, которое мы вынуждены отыскать, Сиф вспомнит нас, и вместо яростной битвы, воя из скуля, он также будет вынужден оберегать могилу своего хозяина. Но в этот раз он будет медлителен, будет поджимать хвост и всем своим видом будет показывать, что ему горько противостоять герою, спасшему его еще щенком. Однако фоновая композиция безысходной битвы печально нарастает и даже не думает прекращаться, пока один из вас не падет в бою, который не нужен никому, но избежать которого никак не получится, так как этот мир не знает такого понятия, как жалость.